Привет, дорогие друзья! Во-первых, то, что касается лично меня, сегодня меня осудили на 15 лет тюрьмы. 15 лет, но это как за убийство семьи. Да? В Украине, наверное, не дают 15 лет за убийство семьи. 7 дают, скорее всего. На 15 лет за государственную измену. Сообщили о том, что я занимался антиукраинской деятельностью через свой телеграм-канал и YouTube-канал. А также сообщили, что... больше они ни хрена, в общем-то, и не сообщили. Потому что там, я читал эти материалы дела огромные, они намеренно не изучали в суде, вдумайтесь, они не изучали в суде доказательства моей вины. Для того, чтобы оно просто не звучало, потому что доказательств нет никаких. У меня вины, просто я не совершал никакого преступления. Вот. Также они отказались изучать в суде доказательства моей невиновности. В итоге... Они без адвокатов, без никого, непонятно где зачитали этот приговор, и адвокатам просто выслали его. Окей, я тоже почитал с удовольствием, 15 лет тюрьмы. Посмотрим, что об этом скажет апелляция, конечно. Я вообще на это смотрю, знаете, как думаю, может они мне протягивают руку помощи, может на самом деле украинское государство это вонючая зловонная помойка, мне протягивает руку помощи. Вот такое вот решение давая, 15 лет за видео, оно до сих пор находится на YouTube-канале, можете его посмотреть, называется «Враги народа из ВСУ». Вот за это видео, за публикацию этого видео мне дали госизмену. В материалах уголовного дела там даже украинские помойки немножко прибалдели и начинают писать «связь с ФСБ». Нет. В материалах уголовного дела нет ни одного факта, чтобы я общался хоть с кем-то, хоть похожим на ФСБшника. Никогда, ни одного контакта, нигде. Но, тем не менее, вот 15 лет, и хорошо, как говорится, знаете, теперь буду сильно переживать по этому поводу. Что из интересного совсем, то, что они в своем решении постановил Винницкий суд изъять в пользу государства Украины мой телеграм-канал и YouTube-канал. И там они привели ссылку на YouTube-канал, наверное, они думают, что это доменное имя, потому что они так его и обозвали, доменное имя у YouTube-канала. В общем, вот это все, пока не изъяли в пользу государства Украины, записываю видео о том, что сегодня произошло. Сегодня произошло нечто очень важное. Еще добавлю, да, что все родственники пропавших без вести могут обращаться прямо в СБУ. Потому что я, конечно же, не какой-то мазохист, заниматься этим больше никогда не буду. И я думаю, со стопроцентной уверенностью эти люди теперь могут быть уверены, что им никто их родственников искать не будет. И на 90% могут быть уверены, что их родственники просто мертвы. Так бывает, что делать. Вытри слезу, как говорится, иди дальше. Я этим заниматься больше не буду. Вы что, совсем тю-тю. И вообще этому государству вонючему. Тем, кто имеет к нему отношение, еще любым образом, не собираюсь помогать и даже и близко. Это когда-то я больной был, слал там какие-то оборудования, там в больнице оборудование, а потом на меня же уголовные дела за это заводили. Да идите вы нахер со своей вонючей помойкой, долбаной. Короче, друзья, те, кто вынуждены все-таки еще проживать в этой долбаной и вонючей помойке, вы смотрите тоже мое видео, и часть вас обрадовалась уничтожению стратегических российских бомбардировщиков, потому что вы думаете, теперь будет меньше обстрелов. Вроде бы как по логике оно так, но на самом деле, друзья мои, это совершенно не так. Для того, чтобы регулярно кошмарить города Украины, много стратегов не надо, стратегической авиации. Нет, они прекрасно обойдутся тем, что у них есть. Но вот, желая поблатовать и показывая из себя таких, серьезных террористов, кое-что разбудили. Разбудили большой страх, причем в союзниках. Эксперты вдруг осознали, насколько уязвимы для атак экстремистов военные базы. Не то, что на Ближнем Востоке и в Африке, а даже в самих США. Потому что Штаты уже оказались однажды под ударом пассажирских самолетов. Никто не мог представить, что такое возможно. Это был самый страшный теракт в истории Соединенных Штатов Америки. Чтобы вы понимали, Штаты сократили количество вот такого рода стратегической авиации. Хорошо так сократили, у них 30%, наверное, осталось. И они хранятся у них точно так же под открытым небом. Проукраински настроенный спецпредставитель Трампа Келлог заявил, что после хваленой операции «Паутина» риски дальнейшей эскалации возросли, потому что под угрозой оказалась российская национальная безопасность, часть ядерной триады РФ. Помните, как все об этом говорили?
А кто-то посмеивался. Но если Келлог, тот, который постоянно обнимает и облизывает киевскую власть, таком заявляет, это значит, у Зеленского серьезные проблемы. Это серьезная штанга. И сейчас бы ему как раз сказать, так это были не мы. Но поздно, потому что признали, что это были таки они. И мы еще не добрались до самой главной проблемы, которая произошла сегодня. Вы увидите это видео уже поздно, возможно. Я отдыхал, вот решил записать, потому что вы знаете, какой шок для меня. 15 лет тюрьмы. Вот. И, короче, на самом деле, несколько часов назад произошла страшная история для киевской власти. Чего Штаты хотели бы избежать, так это ядерной войны. Спикер Трампа Кэролайн Левит дала понять, что президент не знал о готовящейся операции и не приветствует ее. Если вы помните, так вот Киев как раз таки говорил, что Трамп знал, что американское руководство было поставлено в известность. Нет, не было. И если до этого разнилась информация об этом, то сейчас Левит сказала четко и недвусмысленно: нет, Трамп не знал. И Трамп не приветствует. Тем не менее, Зеленский продолжает думать, что ему это дало карты в руки, те самые козыри, и что риторика США о проигрывающей войну Украине поутихла. Он сделал журналистам ряд заявлений по поводу переговоров в Стамбуле. Украина не воспринимает всерьез переданный ею РФ меморандум. Это спам, направленный на внутренний электорат и противоречащий Венской конвенции 1969 года. Государственный язык останется лишь один, украинский. Ни о каком пересмотре безъядерного статуса речи не идет. А если Киев должен отказаться от членства в НАТО, то и Россия должна выйти из ОДКБ. Росія, яка є сьогодні в ОДКБ, має виходити з ОДКБ. Ну, вообще-то Россия в ОДКБ является гарантом чьей-то безопасности, а не наоборот. Но на этом не будем заострять внимание. Дальше пункты. Документ готовили люди низкого уровня, которые не принимают решения и не знают, что происходит в международном праве и украинском законодательстве. Если бы было прекращение огня, то не было бы операции «Паутина», которая официально вообще-то готовилась 1,5 года, если вы помните, да, как они рассказывали. Когда Зеленский всеми силами отказывался от прямых переговоров, и тем более от прекращения огня. Продолжать встречи в Стамбуле на уровне, который ничего не решает, бессмысленно. Обсуждение прекращения огня необходимо вести на уровне лідерів. Русські не готові на припинення вогню, принаймні той рівень ще раз делегації не готові це вирішити. І вони вважають, що це питання лідерів. Вони самі про це знають. Правда, он все-таки рассчитывает на перемирие еще до встречи с Путиным. Почему? Потому что мы, если встретимся и нет никакого понимания, нет желания деэскалации и взглядов, как это завершить, то прекращение огня закончится в этот же день. Так может тогда и не надо? А то народ будет обнадеживаться, армия будет расслабляться. Может не надо тогда, а? Наркет долбанный. На этих выходных ожидается 2 обмена, в ходе которых нам, по его словам, передадут 500 пленных за 500 россиян. В суботу та неділю 500 людей, 500 наших військових. Однако глава российской делегации Мединский утверждает, что пройдет все по формуле 1200 на 1200. Кому верить, непонятно. И вот пока наркоман брифинговал, начали комментировать ситуацию другие личности, а не только Мединский. В частности, прокомментировал ее Лавров. Он призвал не поддаваться на провокационные действия. Его заместитель Рябков заявил, что Россия проявила максимальную выдержку в связи с атаками, призванными торпедировать второй раунд переговоров, и призвал Лондон и Вашингтон подтолкнуть Киев к деэскалации. Как при этом Москва собирается отвечать за нападение, Минобороны будет решать. Пресс-секретарь Песков подтвердил, что 3 июня произошел взрыв у Крымского моста, но говорит, что конструкция не получила повреждений. Мы не знаем, что триггернуло Путина, а именно то, что сказал Путин, это и является главной проблемой и тем, что произошло действительно серьезным несколько часов назад. Но я полагаю, что триггернул его как раз-таки Крымский мост. Его детище. Короче, он заслушал доклад главы Следственного комитета Бастрыкина по поводу диверсий на железной дороге и начал заочно отвечать Зеленскому. Он назвал подрыв путей террористическим актом, целенаправленным ударом по гражданским лицам, решение о совершении которого предпринималось на политическом уровне, то есть на банковой, а не спецслужбами. Конечно, принимались в Украине на политическом уровне. Он сказал, что таким образом ставилась задача сорвать переговорный процесс в Стамбуле,
подтверждаются опасения, что нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов. Удар наносился по гражданскому населению намеренно. И это только подтверждает наше опасение в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию. Он связал организацию террористических актов с тем, что из-за неудач на поле боя провалились планы Запада и Украины нанести России стратегическое поражение. Еще совсем недавно украинские власти и их союзники грезили о стратегическом поражении России на поле боя. Непонятно, как проводить встречу на высшем уровне, то есть с Зеленским, и о чем на ней вообще можно говорить, потому что переговоров с террористами никто не ведет. Приостановка боевых действий на 360 дней стала бы поощрением. Ее используют для накачки оружием, подготовки других терактов и продолжения мобилизации. Пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов. И в то же время просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток. Просят о встрече на высшем уровне. Было видно, что Путин, тут нельзя оценивать, он был раздражен или что. Но его заявления, вот такие же заявления вы могли читать буквально пару дней назад в моем частном телеграм-канале от людей, да, от россиян. Они, когда смотрели на то, что происходит, и не понимали, что происходит, вот тогда вот писали такого рода заявления по поводу террористов, по поводу того, о чем говорить с Зеленским, по поводу того, кто вообще Зеленский такой. И здесь Путин, оценивая слова Зеленского о том, что низкий был уровень делегации, сказал, что оценивать уровень делегации могут эксперты, а не глава насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима. И те, кто в результате вторжения в Курскую область понес огромные бессмысленные потери. Эти люди не обладают не то что компетентностью, а элементарной политической культурой. Еще оскорбляют тех, с кем пытаются о чем-то договориться. Судя по всему, мы имеем дело с людьми, которые не только не обладают какой бы то ни было значимой компетенцией, в чем бы то ни было, но и элементарной политической культурой. Напомним, что Зеленский назвал идиотами россиян, предложивших кратковременное гуманитарное перемирие. Путин воспринял это как отказ. И из этого делает вывод, что киевскому режиму мир не нужен, поскольку это будет утрата власти. Власть для этого режима важнее жизни людей, которые они, судя по всему, своими и не считают. В связи с чем он анонсировал заседание Совета Безопасности по данной теме, где он поговорит с главой МИДа, представителями силового блока. Разговор с Трампом не анонсировал, но об этом позже. Что ж, Зеленский может быть доволен. Его слова были услышаны такие. Также могут быть довольны те Z-каналы, которые сокрушались по поводу того, почему до сих пор такие организации, как ГУР или СБУ, не признаны террористическими. Хотя и здесь заявление достаточно неоднозначное. Если в Кремле считают однозначно киевский режим террористическим режимом, так о чем с ним вообще говорить? Но о чем с ним тогда говорить? С другой стороны, с террористами все-таки ведут переговоры. А если объективно посмотреть, ведут переговоры до последнего, если речь касается освобождения заложников, к примеру, вы понимаете. Им предлагается или освободить, или физическое уничтожение. В любом случае теперь, если опять заиграет пластинка про компромиссы, это покажет РФ со слабой стороны однозначно. И уж тем более, если Путин решит встречаться с Зеленским, это будет воспринято однозначно негативно всеми, наверное, сторонами, потому что если это глава террористического режима, так нельзя, наверное, с ним встречаться. Но мы полагаем, что, наверное, этого уже не будет. В любом случае понятно, что стратеги таки прилетят, что будет какая-то жесть. Это уже совершенно очевидно. И то, о чем вопрошали 3 дня назад, опять-таки, многие там россияне, так а что же, доколе? Скорее всего, скоро случится. Просто Путин до последнего показывал и демонстрировал, что он сторонник дипломатического решения ситуации. Зеленский же всеми силами показывал и успешно таки показал на весь мир, что он сторонник решения ситуации, когда взлетают беспилотники и атакуют аэродром стратегической авиации, что может вызвать ядерную войну. Что происходят атаки на железнодорожные поезда.
и так далее. То есть такое, я сегодня Ермак, мне интересно, он встречался там с американцами, но встречался он в коридоре. Это на самом деле смешно, но это буквально. Его встретили в коридоре, и то я так смотрю, что тот торопился в туалет. И говорит, да, давай там, все, фотки такие, вот такие, типа, я в туалет. Вот, ну Ермак сказал, что, говорит, мы старались, говорит, изо всех сил. Какие только мирные мы эти не делали. Это он имеет в виду последние дни? Как звучит как анекдот. На фоне этих новостей посольство Штатов в Украине предупредило своих граждан об угрозе российского обстрела. А затем Трамп отчитался о состоявшемся часовом телефонном разговоре с Путиным. Одна из главных тем которого – это атака Украины на стратегические бомбардировщики. Это была хорошая беседа, но не та, которая приведет к немедленному миру. Также Трамп сказал, что Путин ему объяснил, что ему придется ответить. Ну, дальнейшая беседа касалась Ирана, и поэтому не буду вас перегружать. Но то, что я говорил, понимаете, все как сбывается. Ибо главный адресат всего этого – это Соединенные Штаты Америки. И главный адресат со стороны Путина, то есть, смотрите, мы ничего не делаем. Смотрите, мы здесь не отвечаем, здесь, что же это такое? Мы хотим вот переговоры, видите? Вот приезжает туда человек, бла-бла, видите, что-то рассказывает, мир, там делают пару руками и все такое. А эти нас клепают. Вот я только не могу понять, что Зеленский хотел донести до Белого дома. Он хотел донести, что рано нас типа списывать со счетов, или что мы можем проводить теракты, что мы можем, вот тут мы можем это самое. Это он хотел показывать или что? Но вышло как-то странно и немножко, да не, сильно коряво. Потому что Штаты увидели кое-что другое. И если говорить о том, что это игра, к сожалению, в которой гибнут люди, так этот раунд выигран. Ну, противоположной стороной. Трамп же, говорят, еще до звонка попросил Сенат не рассматривать сейчас проект об ужесточении санкций против РФ. Тут непонятно, может быть, это каким-то образом связано с тем, или он хочет пристегнуть это к этим атакам, или просто будет ждать теперь очередные 2 недели, чтобы через 2 недели сказать, вы знаете, я разочарован, ну, в такой в стиле Трампа, знаете. Но резюмируя то, что произошло, и вообще глядя на карту, к примеру, да, сколько раз я предупреждал за Сумы? Вот сколько раз было предупреждение за то, что жители Сум, лучше им покидать город, не дожидаться лиха. Сколько раз я говорил, что Сумы, скорее всего, ну, будем прощаться с Сумами. Сколько раз это звучало? На Ютубе сколько раз я говорил, сколько раз в Телеграме писал. Когда эти говорили, да все у нас чики-пуки, 20 километров было на утро до Сум. FPV-дроны летают просто по городу российские. Спасибо большое. И вдруг просыпаются народные депутаты и начинают писать, треба евакуювати. Треба евакуювати? Серьезно? А что ж вы ждали так долго? А что ж вы рассказывали, что все хорошо? У меня все. Продолжаем наблюдать. Главное, Ширию 15 лет дать. Изменщику. Пока.